Фитнес-браслет Honor Band 5, который работает с программой от Huawei Здоровье. Какое совпадение, а Huawei говорит, Honor не их фирма. Пятая версия браслета, а меняют в принципе они совсем по минимуму. Почему? И может быть это к лучшему, или 2 недели автономности и подсчет уровня кислорода в крови это чистый маркетинг? Давайте разберемся. Tube283, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я кратко расскажу вам о фитнес-браслете Honor Band 5. Без лишних слов, но немного, как всегда, добавлю результаты моих тестов с этим аппаратом и выскажу свое мнение по поводу него, ввиду того, что опыта у меня хватает, и это даже не 10-й мой фитнес-браслет. 20 основных фактов о фитнес-браслете Honor Band 5. Первое. Упаковка после Honor Band 4 особо не изменилась. Масс-маркет масс-маркетом, но для пересылки она безопасна. Да и пакуют его продавцы с Алиэкспресса лучше, чем любой другой браслет. Почему, не знаю, но факт. Второе. Комплектация. И здесь ничего лишнего, как и ничего личного. Все просто. Браслет, документация и кредл для зарядки. Что приятно, мне пришло еще 2 защитных экрана, хотя я ими и не пользуюсь. Бесплатные плюшки это всегда хорошо, но иногда наводят на размышления. Третье. Цена. И она здесь не бьет рекорды, потому что если вы будете покупать Honor Band 5 без функции подсчета кислорода в крови, он стоит всего сейчас $26 по ссылке. С функцией подсчета кислорода 29. Ссылка на покупку будет в описании к видео. Сразу скажу, что без разницы, какой будет версии браслет, китайский или английский, он у вас в итоге станет на русском, но об этом позже. И я, как всегда, советую ждать вам сейла. Пару долларов вы всегда выиграете, тем более сейл уже будет в конце августа. Четвертое. Подключается браслет просто. Скачивайте на телефон программу Huawei Здоровье, понятно, она есть и на iOS системах, и на Android. Регистрируйтесь, включаете Bluetooth и геолокацию на телефоне. Выбираете, какое устройство добавить, Honor Band 5, как вы догадались. Ждете и при подключении получаете 2 последовательных обновления. Здесь на вашем месте я бы советовал не паниковать, потому что у меня на обновление в сумме ушло около 30 минут ожидания. Не стоит выбрасывать браслет, подождите, пока он докрутит свой кружок, он обязательно обновится. Пятое. Язык полностью русский. Если вы в России, не важно, какая у вас версия браслета, китайская или глобальная. Экран за счет шрифта намного читабельнее, чем у подобных браслетов, включая Mi Band 4, опять же, по моему мнению. Но шрифт позорный, как и был в предыдущей версии браслета Honor Band 4. Буквы во вкладках пляшут, и не забывайте подписываться и оставлять комментарии. Вы автоматически становитесь участником в розыгрыше Mi Band 3 и Honor Band 4, который проводится на канале раз в 2 недели. Навсегда. Полные условия в описании к видео. Шестое. Зарядка кредла разборная. Чтобы зарядить браслет, ничего снимать и разбирать не нужно. Удобно и просто. Заряжать можно от любого USB. Вставляете браслет в кредл, подключаете к USB-шнику и ждете около 1,5 часов, чтобы ваш браслет полностью зарядился. Седьмое. Ремешок. И как бы я ни ругал его в Huawei Honor Band 4, здесь мне хочется его похвалить. То ли каучук стал более мягким, то ли после годового тестирования печальных китайских девайсов я стал ценить качество этого браслета. Но несмотря на то, что ремешок все еще топорщится и Honor пожалел пластика на дополнительный фиксатор, лучше ремешков я у браслетов не встречал. Спать удобно, бегать удобно и не расстегивается, не раздражает, меняется ремешок крайне просто. Восьмое. Пульсомер. Положительные стороны браслета скоро кончатся, но пульсомер у него удивительно качественный. И по факту это первый девайс из лоу-коста, который не измерял пульс у воздуха или других предметов. Точность в сравнении с тонометром с погрешностью менее 3%. Пульс браслет отслеживает перманентно, что и убивает его батарею в ноль довольно быстро. Девятое. Автономность. И это то место, после которого большинство пользователей закроет мой ролик и не станет его досматривать. А я трудился. Ну да ладно, не стану я вас томить. 14 дней согласно рекламного проспекта при отключении всего и вся. Реально же работает браслет 5-6 суток. Это предел, если не отрубать связь с телефоном и мониторинг пульса. Но если это сделать, зачем тогда нужен браслет? А причина этому вот какая. Bluetooth версии 4.2. И или они что-то напутали, или просто решили забить на прогресс. Но это обухом по продажам. Версия 4.2 летом 2019 года. Не тем вы занимаетесь, Huawei. 10. Наличие функции определения кислорода в крови. Реально работает. Но делает это только с активацией через браслет. И если и является полезной, то я точно не стану тратить ваше время на рассказы, куда вы можете эту информацию применить. Те, кому это нужно, а их меньшинство, к сожалению, и так знают, а остальным пусть Honor объясняет. Что приятно, еще раз напоминаю. У воздуха уровень кислорода пульсомер не считает, как и пульс. 11. Акселерометр. 6 осей, все в огне. Грибки во время плавания браслет считает. У меня в транспорте и сидя на месте, шаги он не считал. Читал ранние отзывы, что девайс глючил при подсчете просто люто. Сейчас этого нет. Версию прошивки вы видите на экране. Шаги у меня считает шаг в шаг. По расстоянии при любом раскладе это будет шаманский
подход. GPS в браслете отсутствует, и значит всегда его расстояние будет приблизительным. Хотя я уверен, что он очень часто угадывает. 12. Функция True Sleep. И если даже и говорить, что умный будильник от Huawei это чистый популизм, с чем я в корне не согласен, сон браслет считает идеально. Со всеми подъемами в ночи и по ощущениям глубокий сон он подсчитывает правильно. Как и всегда в моем случае делал верную оценку сна. Дрему он днем не засчитывает, полноценный дневной сон считает. 13. OLED-экран 0,96 дюйма. Печально мало. Сейчас тяжело воспринимать серьезно браслеты с экраном меньше 1 дюйма. 240 на 120 точек, сенсорный, 282 ppi. Watchface'ов у браслета печально мало, и все практически мы их видели в 4-м Honor. Я бы сказал, что это тоже epic fail. 14. Здесь меня, наверное, закидают сейчас шапками, но по мне экран довольно крепкий. 2,5D стекло мои тесты пережило адекватно, притом не треснуло и не поцарапалось. Как вы помните мое отношение к экранам, я недавно разбил на тестах экран у умных часов Amazfit Verge 2, так что на этом браслете я бы его точно не пожалел. Вы сами все видите. Олеофобное покрытие на браслете не очень. Браслет моментально покрывается жирными пятнами. 15. Есть функция Bluetooth кнопки. Вы можете фотографировать на расстоянии, но управления плеером нет, при том, что функция Bluetooth кнопки активируется только с телефонами Huawei или Honor. Лучше бы они вообще его не помещали туда. Сторонних программ, которые могли бы расширить функционал браслета, не знаю, и это тоже печально, когда альтернатив нет. 16. Защита от воды на 5 атмосфер. Неудивительно, учитывая, что в браслете есть функция плавания. Грибки браслет считает, как и все подобные штуковины эконом-класса. Погрешность иногда нулевая, иногда процентов в 20. Тут как повезет. 17. Активация экрана при повороте руки. Бесит люто. Такое чувство, что даже от вздоха работает. Притом, в отличие от других подобных устройств, чувствительность этой штуки не настроить в самой программе, и это плохо. 18. Сообщение приходит исправно без перебоев, но без указания программы адресата. Слов нет, букв тоже не хватает. Филонщики. 19. Эргономика. Капсулу они не меняют уже не первую модель. И не зря. По мне форма браслета максимально разумна. Вес всего 22 грамма, и это вместе с ремешком. 20. NFC есть, но даже модели с этим модулем оплачивать покупки в СНГ не смогут, что печально, но является ожидаемым для нас фактом. Что интересного в программе, вы можете сейчас увидеть сами. Что именно находится в меню браслета, вы видели в обзоре, постарался показать все. Из того, что я не упомянул, это установка будильника. Самое смешное, что их здесь максимум можно установить до 5 штук. Ну, это какой-то бред. Можно включить режим «Не беспокоить» или установить его по расписанию, указать, от каких программ вы бы хотели получать уведомления, установить уведомления об отключении Bluetooth, выбрать, какие именно вам функции нужны на браслете и в какой последовательности в меню они у вас будут, включать активность экрана поворотом запястья, как и пролистывание меню при помощи поворота запястья. Но про эту функцию я вам уже говорил. Чтобы не возвращаться к полному обзору данного браслета, я бы сейчас еще хотел осветить его основные спортивные функции. Первый идет бег на улице. Здесь можно выбрать цель по расстоянию, длительности и калориям, или указать, что ее нет. Также выбрать, как часто браслет будет выдавать сигналы по времени или по километражу. Для примера, вибрировать каждый километр или каждую минуту. На активацию дается 3 секунды после нажатия, притом в каждом упражнении. Всего 3 экрана. На первом экране вы будете видеть пульс и расстояние, на втором время и скорость, на третьем каденс и потраченные килокалории. Чтобы деактивировать активность, необходимо удерживать палец на сенсорном кружке, а потом нажать стоп. Все просто. Следующий идет бег на беговой дорожке, и там те же функции. Далее ходьба на улице, все то же самое. Очередная функция — это просто ходьба, также идентично, как и бег на беговой дорожке, либо ходьба на улице. Следующим идет велотренажер, здесь показывается только время, пульс и килокалории. Очередной идет тренировка на эллипсоиде, тоже пульс, время и килокалории. Еще одна активность — это тренировка на тренажере для гребли, пульс, время, килокалории. Плавание в бассейне, вы выбираете размер бассейна, выбираете цель, на экранах вам показывает расстояние, темп на 100 метров и калории. На что нужно обратить внимание, количество грибков браслет показывает только в программе. Во время тренировки вам эти данные не видны. Самой последней идет свободная тренировка. Здесь только пульс, время и калории. Я так понимаю, это для фитнеса, либо просто работы в зале. Резюмировать я хочу сегодня тем, что девайс хуже не стал. Многим людям, которым по медицинским показаниям необходим мониторинг крови, будет очень полезен. Тем, кто собирается в горы в поход, я бы его не советовал, потому что все-таки это браслет. За его надежность лично я бы не стал отвечать на месте Huawei, как они рекламируют. Адекватность рекламы в плане напоминания о том, что вам нужно подышать свежим воздухом, смысла в этом не вижу, потому что при любом раскладе вы можете установить напоминание о том, что вы слишком долго сидите, и это напоминание будет свидетельствовать о том, что вам необходимо подвигаться. Единственное, однозначно могу порекомендовать его тем, кто по роду занятий обязан выделять
выдерживать в дресс-коде деловой стиль. Это единственный фитнес-браслет, по моему мнению, который выглядит настолько спортивно, насколько элегантно. Если хотите его краш-тесты и сравнение с Mi Band 4, ставим лайки. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии и автоматически принимать участие в розыгрыше Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition, которые проходят на канале раз в 2 недели. Сейчас в розыгрыше еще умные часы Amazfit Bip. Полные условия конкурсов в описании к видео. Следующий обзор будет, скорее всего, 15 полезных функций Redmi Note 7. Возможно. Спасибо за просмотр. Девайс да или нет пользы нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.